الله محيي الجيش العربي اللي حامي سوريا. الله محيي الجيش السوري رمز الوحدة الوطنية. Экипаж первого танка переносит огонь в дома частного сектора, куда должны будут двигаться пехотинцы. Там находятся хорошо укрепленные позиции боевиков. Второй танк бьет по зданиям с правого фланга, и от ударной волны эта камера умирает, перестает снимать. Задача пехотинцев сегодня – войти в дома частного сектора справа. Танкисты сейчас зачищают эти дома выстрелами осколочно-фугасных снарядов. Приготовились. Сейчас пойдете. С Богом. Вперед. Второй танк. Огонь. Все, вперед. Пошли быстро, ребята. Молодцы. С Богом. Пехотинцы после залпов танка рванули вперед. Танки своей броней и орудиями прикрывают солдат. Перед пехотинцами две задачи. Первая – быстро проскочить в здание справа. Но там все может быть заминировано, и надо быстро обследовать здание на предмет минной опасности. Танкисты, задымляйте все. Быстрее. Задымляйте. Сейчас танкисты включают дымовую завесу, чтобы боевики не могли прицельно бить по пехоте сирийской армии. Пришел доклад от пехотинцев. Солдаты вошли в частный сектор и ведут бой с противником. Офицер дает команду первому танку проехать вперед и ударить по боевикам. Ствол левее. Там белое здание. В него бей. Второй танк. Огонь. Офицеры решают, что надо бить акации по зданию, откуда может быть удар по танкистам. В этот день с камерами творилась неразбериха. Одна камера от выстрела танка выключилась, другая же включилась и успела заснять обстрел танка. Экипаж танка, зная о промахе боевиков, не уходит с линии огня, так как надо прикрыть атаку пехоты. Предположительно, это снаряд от Б-10. Он прошел в паре метров от танка и ударил в 5 метрах от нас. Для меня это стало нормой. Если офицер сирийской армии руководит боем и отвечает за жизнь солдат в танках и пехотинцев, прикрываемых броней, то он не обращает внимания на такие мелочи, как ракеты, бьющие рядом с нами. Это повтор пролета снаряда. Если бы он попал в танк, то ранений или потерь было бы не избежать. Главное для офицера – благополучное выполнение поставленной задачи. Я уже не раз бывал с ними под обстрелами, и всегда они себя ведут героически, не отступая и не теряя голову. Мы продолжаем работать. Пехотинцы сейчас входят в частный сектор и начинают постепенное движение вперед. Перед тобой есть белое здание, высотка. Там стрельба идет из подвального помещения, с левой стороны здания. Посмотри, если можешь навестись на них, бей. Там их надо достать.
Давай бей и отходи. Давай, бей по ним и отходи. Быстро. يمين 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 روح روح Как только пехота зашла в зачищаемые здания, танкистам дана команда отойти. Отход орудием в сторону врага и с обязательным задымлением. Экипажи вернулись из боя. Это всегда радостно видеть, что все живы и невредимы. Никто не испуган, все готовы работать дальше. Мой коллега Виктор Кузнецов, сильно рискуя быть замеченным снайпером террористов, с крыши снимал обстрел террористами позиций сирийской армии у перекрестка. Как только танкисты ушли, боевики скорректировали свою артиллерию и начали обстрел. Сейчас офицер докладывает командирам о проведенной работе. Пехота вошла в дома частного сектора, по танкам был произведен обстрел, активно работали минометы боевиков. Работа должна продолжиться. Идет согласование действий армейских подразделений. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Анна Ньюс, Дамаск, Сирия.